Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 1 марта, пятница. Как всегда, в последнее время начинаю очередное видео с объявлением по поводу нашей петиции, призывая подписываться. Мы приблизились к 250 тысячам, надо взять этот рубеж, немного осталось. Тем более, что происходящее событие свидетельствует о том, что она очень актуальна. По этому поводу сегодня было выступление, вернее, вчера, министра финансов Франции и ответное заявление министра финансов Соединенных Штатов Америки. Вкратце повторяю, ссылка на эту петицию будет в описании к этому видео и затем в первом прикрепленном комментарии к этому же видео. Нажимаете на эту ссылку, переходите на страницу на первую, заполняйте фамилию, имя, вернее, сначала имя, потом фамилию, почтовый, электронный адрес. Нажимаете на красную кнопку, переходите на следующую страницу. У меня было за последние 2 дня много вопросов по поводу этой страницы. Ничего там не делаете. Вообще не нажимайте ни на какие кнопки. Там будут просить донатов или будут рекомендовать вам распространить эту петицию путем нажатия там на другую кнопку. Ничего не делаете. Закрывайте браузер, все. Затем ждете почты. Заходите в свою почту, ждете сообщения из Change организации, где вас должны попросить подтвердить вашу подпись. Некоторые пишут, что не получают. Но тут я бессилен. Вот меня лично я не получил. Я не получил такое сообщение, такую просьбу, но я проверил, моя фамилия там была. То есть в качестве подписавшегося. То есть, видимо, не всем присылают эту просьбу подтвердить. Не присылают, ну не прислали. Если прислали, нажимаете, подтверждаете вашу подпись, поехали. Теперь, значит, что касается, почему актуальность этого вопроса растет. Кстати, мне тут одна из зрительниц или зрителей, их не поймешь сейчас, видимо, путинская личинка, написала, что швец так суетится по поводу этой петиции, потому что он хочет, когда это свершится, показать, что это он сделал, что это вот он затеял, и благодаря ему. Но это вот личинка просто путинская. То есть почему я так думаю? Потому что отражает психологию орков. Поэт который орком не был, он был великий поэт, писал в начале XIX века по поводу орков, народа этого. Зачем стадам дары свободы? Их нужно резать или стричь. И вот ничего не меняется. Они не проявляют никакую инициативу, они стадо по-прежнему, которое режут и стригут. Поэтому ему в голову не может прийти, что люди в другой стране могут взять инициативу в свои руки и определить свою судьбу. И поэтому-то они ненавидят этих людей, и поэтому лезут к ним с войной, потому что они хотят, чтобы было так же гадко, как и у них, чтобы было так везде. Я вам приведу в качестве примера дальше по тексту, по видео, как женщина, американка, которая родилась в Соединенных Штатах, ее отец покойный, иммигрант был из Украины, вот он переехал с семьей, она родилась здесь, и я вам расскажу, как она борется сейчас за интересы своей исторической родины, не мечтая о том, что когда все это свершится на благо родины, она сможет присвоить себе заслуги в этом. Ну так вот, перейдем теперь к тексту, так сказать, к событиям. Министр финансов Франции неожиданно изрек. Неожиданно, потому что никто этого не ожидал. До сих пор таких возражений не было. Это по вопросу о аресте или конфискации 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка, в которых сейчас ведутся интенсивные переговоры с тем, чтобы их арестовать и передать так или иначе Украине. Так вот, он заявил, что нет правовой базы, в международном праве нет
основы для совершения таких действий. А это, сказал министр французский, очень важно. Странно, почему он проснулся только сейчас, потому что я вам рассказывал уже несколько месяцев назад, есть фундаментальный документ на 180 с чем-то страницах, который подводит базу американского законодательства. Оно важно здесь, потому что мы имеем в виду дело с долларами в значительной степени. И международного права, которое объясняет, почему это можно и должно сделать. Ну и кроме того, уже были международные прецеденты, о которых я вам тоже рассказывал, когда арестовывались, конфисковывались эти деньги и использовались на, в общем-то, благородные, позитивные цели. Но, тем не менее, министр заявил. В ответ тут же последовало заявление министра финансов Джанет Йеллен Соединенных Штатов Америки, которая мягко и деликатно дала понять, что считает, что министр французский не прав. Но она подчеркнула, что мы должны действовать единым фронтом, что нужно избегать раскола между союзниками по этому вопросу. Она подчеркнула, что нужно соблюсти все интересы, прежде всего правовые интересы Бельгии, потому что там находится главный центр под названием Евроклир, где львиная доля всех этих активов находится. Короче говоря, она сказала, что мы проведем переговоры. В общем, будут убеждать все вместе, потому что это первый пока голос, который диссонирует с общими настроениями, которые мы слышали до сих пор. Но французы имеют тенденцию неожиданно удивлять. Иногда в позитивную сторону, иногда в негативную. Короче говоря, надежды на то, что это свершится буквально вот с недели на неделю, наверное, были бы излишне оптимистичны, но Соединенные Штаты все более активно, не просто Соединенные Штаты, а вот именно эта администрация Байдена, она хочет, чтобы это свершилось желательно до выборов, до ноябрьских выборов этого года, причем свершилось так, чтобы уже нельзя было этот вопрос вернуть обратно. Ну, в связи с тем, что теоретически есть возможность, что следующим президентом будет Трамп, о котором мы еще поговорим. А его приход может значительно задержать решение этого вопроса и даже повернуть его вспять. Тем временем продолжается эпопея с обсуждением законопроекта о финансовой помощи Украине в размере 61 миллиарда. И там же в этом пакете общая сумма которого 95 миллиардов входит и Израиль, и Тайвань. Ну, самое главное сейчас, и в этом спикеру Джонсону пошли навстречу представители республиканской демократической фракции в Сенате, в Палате представителей. Нужно продлить, так сказать. До сих пор не могут из-за этого же спикера и маговцев не могут до сих пор утвердить бюджет на текущий финансовый год, который идет уже с 1 октября прошлого года. То есть опять надо его продлевать. И вот сегодня должен был закончиться один пакет продления, его продлили, следующий пакет заканчивается 8 марта опять, значит, его нужно продлить. Продлили. Все вроде бы в процессе, все нормально. Ну и теперь, как пообещал спикер Джонсон, ребром становится на повестку дня вопрос о помощи Украине. Здесь, в общем-то, я вам говорил, что большинство сводится к мысли о том, что главное, в общем, вся помощь это упирается в два человека. Это Джонсон, ну не столько Джонсон, сколько Трамп, который руководит Джонсоном. Но я бы сказал это так, поверхностный взгляд на ситуацию, так сказать, упрощенный, для того, чтобы не идти в глубину, не тратить время. То есть нам надо решить вопрос с этими двумя, и прежде всего Джонсоном. На него очень здорово надавили во время разговора, о котором я рассказывал в Белом доме. Он в совершенном одиночестве, пальцы все на него, указали на его историческую ответственность перед всем человечеством за решение этого вопроса. Короче говоря, он чувствует себя как уж на сковородке. В то же время он не может сделать ничего без согласования, без согласия с Трампом.
Тот тоже засуетился, потому что был пойман в последнее время на, ну, совершенно идиотских выражениях, которые ставят вообще под сомнение вопрос в нормальности его психического, интеллектуального состояния и вызывают угрозу, что первым человеком в стране станет сумасшедший. Но об этом тоже дальше поговорим. Что касается, значит, непосредственно спикера, у него два пути. Помните, как в «Кавказской пленнице» или в ЗАГС, или к прокурору, так у этого. Первый вопрос. Он должен как-то поставить вопрос на голосование. Но он должен согласовать это с Трампом. С Трампа надо выдавить это каким-то образом, опять-таки, каким-то образом жестко на него надавить. Пока он вот с этим мнется, и вопрос, видимо, не решен, зеленого света от Трампа до сих пор он не получил на это, но вот из того, что доносится оттуда из кулуаров, выносят инсайдеры. Инсайдеры – это те журналисты, которые сейчас освещают этот вопрос, имеют там источники в тех комнатах, за дверями которых производятся эти таинственные переговоры. В общем, такое впечатление складывается, что позиция Джонсона такая: ребята, я согласен, надо принять эту помощь, но я не могу ослушаться Трампа, а он категорически против, поэтому можно ли сделать так, чтобы я был ни при чем, чтобы была принята эта резолюция, не резолюция, а законопроект, но я был ни при чем. Ну вот в этой связи и готовится так называемый discharge petition, или резолюция, о которой я вам рассказывал. То есть набирается 218 голосов. И вот вопрос стоит: или Джонсон все-таки поставит этот вопрос на голосование, тогда, как говорит лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис, должно более 300 конгрессменов проголосовать за этот законопроект, этого будет более чем достаточно. Если же он не поставит вопрос на голосование, тогда discharge resolution. И вплотную сказали, этим вопросом будут заниматься в первые же дни марта. Первый день уже наступил сегодня. Поэтому внимательно следим за ситуацией, я буду вас информировать, как она развивается. Это, так сказать, вопрос вот на самом, вернее, это айсберг этого вопроса. Два человека, что с ними делать и как с ними ведется работа. Но есть более фундаментальный вопрос. Есть очень серьезный сдвиг снизу, который тоже затрудняет положительное решение о предоставлении помощи Украине. Это сдвиг в значительной части республиканского электората. И прежде всего в рядах МАГА. То есть это вот ядро электората Трампа, самое такое бесноватое, которое представлено относительно небольшой группой. Ее насчитывают некоторые, когда-то говорили о 50 законодателях, потом начали говорить о 30, но самую активную роль там играет, наверное, дюжина из них, самых таких бесноватых. Так вот, значит, вопрос вот лично меня, я когда читаю, вот что происходит сверху, снизу, вот этот негативный сдвиг против Украины и в сторону Путина, не просто там Украина, так сказать, Америка устала от Украины. Сдвиг происходит в сторону Путина и вообще вот этого оси зла, о которой мы с вами неоднократно говорили. И весь вопрос о том, вот для меня интересно, откуда растут ноги? То ли этот сдвиг произошел сверху, то ли он как-то так естественным образом возник снизу. Ну, что касается сверху, несомненно, что заинтересованным лицом в этом сдвиге, если он пошел сверху, этот сдвиг, то его мог инициировать, по большому счету, один человек, и это Трамп. Почему только Трамп? Потому что произошел он быстро, этот сдвиг. Вот еще в начале прошлого года, когда война еще была в разгаре. Но это было раньше, чем, скажем так, возникли трудности с контрнаступлением. По опросам общественного мнения республиканцы, так же почти как и демократы, поддерживали всемирное оказание помощи Украине. Сдвиг произошел, вернее, начал происходить где-то летом прошлого года, и он стал очевиден к ноябрю месяцу.
Вот такой короткий промежуток времени. И практически повсеместно в тех штатах, где представлена вот эта МАГА. То есть такое изменение в настроениях могло произойти только, когда сверху лицо, которое имеет влияние на эту МАГА, может, значит, дать указания своим ближайшим помощникам произвести соответствующую работу. Эту работу проводила группа, так сказать, людей, пропагандистов. Это вот типа американский соловьиный помет во главе с Карлсоном. И также есть целый ряд тут Карлсонов пониже, поменьше, которые являются блогерами, затем ведущими радио, шоу, видео. Ну, тут целая сеть такая, где вот общаются вот эти представители маговцы. И через это все это быстро разносилось. И вот в результате этой всей работы произошел вот этот сдвиг, причем чуть ли не молниеносный. Ну вот я, например, приведу пример, что по этому поводу сказал Трамп. Я цитирую. Наш внешнеполитический эстеблишмент, это он говорит о администрации Байдена, продолжает пытаться втянуть мир в конфликт с вооруженной ядерным оружием Россией, основываясь на лжи, что Россия представляет собой нашу самую большую угрозу. Но самая большая угроза для западной цивилизации сегодня – это не Россия, говорит Трамп. Это больше, чем кто-либо еще. Мы сами. Вдумайтесь еще раз и переварите эту мысль. То есть то, что угроза исходит из России, это ложь. Россия не представляет самую большую угрозу для Соединенных Штатов и вообще для какой-либо другой страны мира. В том, что в той ситуации напряженной, которая сложилась, виноваты мы сами. Мы обижаем Рашу, мы обижаем Путина, мы что-то делаем нехорошее. Они, вот Раша и Путин, они замечательны. Вот что говорит Трамп. Если кто-то не поверит, я могу развернуть соответствующее видео. Оно у меня есть. То есть, как я говорил, уже начиная с начала, наверное, прошлого года, трамписты – это не друзья Украины. Быть трампистом и любить Украину, быть другом Украины – это такой же нонсенс, как, наверное, в начале 40-х годов быть ярым членом или активистом нацистской партии Германии и быть или объявлять себя большим другом Советского Союза. Такого просто быть не может. Это какой-то когнитивный диссонанс, это шизофрения. Тут надо или что-то снять, или что-то отрезать, или я не знаю как. То есть вот вам движение сверху. Я знаю это как факт, как это все от Трампа через его ближайшее окружение спускалось вот этим на более низкий уровень Такеру Карлсону, к его окружению, оттуда ниже блогеров, которые работали с этим контингентом, с МАГой. И это происходило помимо основных ведущих средств массовой информации Соединенных Штатов Америки, поэтому и не было заметно широко. Об этом не писали центральные газеты, не показывали ведущие американские телеканалы. И потом, когда это свершилось, все, оно уже свершилось. И вот как это произошло снизу, по этому поводу недавно была статья «Вашингтон-Пост». Я не буду рассказывать вам всю статью, я вам просто перескажу так картинку, которая там зафиксирована. Статья очень любопытно называется «Раньше республиканцы поддерживали Украину, затем в Алабаме появились средние пальцы». Ну, вы знаете этот жест, очень такой нехороший, американский, принятый в Соединенных Штатах в некоторых случаях. Так вот, значит, в статье говорится, что задолго до того, как война России вступила в третий год, то есть сначала, в общем, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, люди подавали сигналы в этом городке, где она проживает, в штате Алабама. Подавали сигналы, улыбались,
представителям украинской диаспоры, которые собирали донаты для помощи Украине. Рассказывает женщина, американка, она родилась здесь. Ее отец выходец из Украины, который уже давно скончался. Зовут ее Наталья. И когда началось массовое вторжение, она начала собирать донаты для украинцев. Собирала небольшие деньги, там по 200, по 300 долларов, чтобы купить самое необходимое, там лекарства и прочее. Вы помните, в самом начале ВСУ, территориальная оборона, нуждалась буквально во всем, собственно, как и сейчас. И она смастерила нечто вроде тележки такой, стояла на обочине дороги, флаг украинский и просила help Ukraine. Кто проходил, проезжал мимо, давали ей донаты. Улыбались, сигнали, махали руками, поддержите Украину. Но однажды днем в ноябре месяце, это первый, так сказать, звоночек был, водитель, мужчина, опустил стекло и обругал ее последними словами. Она могла бы счесть это случайностью, но несколько недель спустя другой мужчина подошел к ее тележке, к ней, на парковке возле магазина Trader Joe's. Trader Joe's – это магазин, где продаются продукты высокого качества. Его посещают такие серьезные люди с хорошими доходами, потому что там все органик. И подошел он к ней и спросил: разве мы не дали вам достаточно денег уже? И вот она вспоминает в интервью Вашингтон-Пост: враждебность, перемена, причем не просто перемена отношений, а она превратилась во враждебные отношения буквально. Она потрясла меня, вспоминает эта женщина. Я почувствовал тогда, что это сдвиг. В газете отмечается, что откуда, то есть, непонятно, на чем сдвиг это основан, потому что Алабама – это один из центров ВПК, оборонного комплекса Соединенных Штатов Америки, где производится вооружение для Украины. Там крупнейшие предприятия ВПК, которые делают большие деньги. Это занятость, это зарплаты, это то, что нужно для экономики штата Алабамы. Там же находится рядом с тем городом, где она проживает, Хансвилл. Там находится крупная военная база США, в которой она и служит как бы центром или эпицентром, через который идет оказание помощи Украине. То есть с экономической точки зрения, по идее, все должны ликовать, аплодировать и требовать больше от правительства, чтобы, обычная конвенциальная логика об этом говорит. Но не тут-то было. В штате Алабамы есть сенатор Тумбервиль, редкий, я скажу, дегенерат, то есть такие есть, наверное, в парламенте каждой страны мира. Вот это один из самых отмороженных здесь. Ярый трампист, который не может решение предпринять, не зная, как к этому относится Трамп. Так вот, он яро выступает, начиная где-то с осени прошлого года, стал яро выступать против оказания помощи Украине, хотя до этого он ее, собственно говоря, поддерживал. То есть миллиарды долларов этой помощи потекли через этот город, оставляя там, естественно, там и налоги, и зарплаты, и вообще. И тем не менее, значит, вот такая перемена. Все это построено, вся статья, не только на интервью с Натальей Резник, но и на опыте других активистов, которые собирали помощь там для Украины. Вот другой активист вспоминает, когда он тоже собирал таким же похожим образом донаты для Украины, и болезненная ситуация летом, он уже говорит о лете, когда он заметил этот перелом. Ситуация приняла болезненный оборот, когда к его ногам, вернее, к нему подкатил автомобиль, открылось окно, опустилось окно, и какой-то мужик бросил к ногам, значит, этого активиста пени, одно пени. Вот что произошло снизу, и это отражается наверху. И я глубоко уверен, что ноги растут прежде всего от Трампа. О Трампе почему я вам рассказывал раньше, мы даже проследим это дальше.
Это связано с тем, что если в 2016 году на выборах, это для него была рекламная акция, участие в этих выборах. Он хотел покрутиться, сделать, так сказать, себе пиар-компанию, а потом продолжить выступать в телешоу, зарабатывая на этом деньги. Не на бизнесе, а именно на телешоу. Что и было основным источником его доходов за, ну, наверное, минимум лет за 5, а то и больше до этих выборов 2016 года. Теперь ситуация другая. Ему надо деньги, отчаянно надо, потому что судья вот буквально позавчера в Нью-Йорке принял решение отказать Трампу в просьбе приостановить решение о том, что он должен выплатить более полумиллиарда долларов вместе со штрафными санкциями за мошеннические махинации с финансовой отчетностью. То есть ему надо минимум $500 миллиарда для того, чтобы оплатить решение только по одному суду, по гражданскому суду. Ну и, кроме того, над ним висит строк уголовного наказания, а там тюрьма. Поэтому вопрос о выборах, результатах выборов для него – это вопрос жизни и смерти, свободы и благосостояния, или тюрьмы и нищеты. И вот он старается. Он старается изо всех сил. Недавно было заявлено о том, что он собирается встречаться с Орбаном. Это тоже очень интересная, значит, встреча. Почему именно с Орбаном? Почему его тянет именно туда? Ну вот с Путиным, да. Тот, кто говорит, что Путин плохой человек, это ложь. Кто говорит, что Россия опасное государство, это тоже ложь. То есть опасность исходит от нас с вами, от американцев, от украинцев, от всех тех, кому не нравится Российская Федерация. Ну и наоборот, он хвалит Орбана, он хвалит Путина, и ему отчаянно нужна координация. В 2016 году Russians влезли в эти выборы президентские, они тут же провалились, засветились, и это было зафиксировано. И все, 17, тогда их было 17 разведывательных агентств Соединенных Штатов Америки, они единогласно сказали, что было вмешательство Российской Федерации, и было оно тайным, конфиденциальным, они пытались, во всяком случае, таким его сделать. И все это вмешательство было в пользу Трампа. Теперь, видимо, решили пойти по другому пути. А другой путь, как это известно в узких кругах разведслужб, наилучшее прикрытие любой тайной операции – это открытость, внешняя открытость и официальность. То есть он не будет встречаться там с какими-нибудь где-то в подворотне или через тайниковые операции, или с каких-то сомнительных личностей это делается. Хотя и это тоже будет. Но вот он встретится с Орбаном, и все они обговорят. А Орбан после этого все это обговорит с Путиным. Вот так она и пойдет туда-сюда. Но это приблизительно так, как вот недавно была поездка команды Зеленского в Саудовскую Аравию, в ходе которой от Володина, через кронпринца Саудовской Аравии было передано послание Зеленскому. Ну и, наверное, опять как-то так вот примерно пойдет. То же самое он делает примерно Трамп. Кстати, мне сегодня прислали, один из зрителей из Украины прислал, ну, просто графику. Там я не понял, откуда данные этих выборов. Видимо, это очередной опрос общественного мнения о шансах кандидатов Байдена и Трампа на выборах 2024 года, если бы они состоялись сегодня. И судя по этой графике, там делается вывод о том, что Трамп бы победил с отрывом в 5%. Меня спрашивают, это правда или неправда. Значит, что я должен сказать, господа? Как показали экзит-полы или результаты прошедших среди республиканцев праймерис, где в частности выступал Трамп и Ники Хейли, в основном последних, все эти опросы общественного мнения, они, в общем, летят со свистом в корзину. То есть разрыв прогнозов, согласно опросам общественного мнения, накануне праймерис и результаты этих праймерис в тех штатах, которые не были проведены, разница составляла вот, между прогнозами, опросами общественного мнения и реальными результатами от 15% и выше.
То есть вот когда такой разрыв между прогнозом и результатом, то получается, что прогноз не имеет никакого отношения, никакого значения. И вот умные аналитики так и говорят: забудьте про эти прогнозы, они не имеют сейчас никакого отношения. Почему? А, Вот, казалось бы, Трамп выигрывал у Ники Хейли с огромным отрывом. И с каждым новым, тем не менее, с каждым новым праймерис аналитики говорили, что он проваливается. Каждый новый результат был хуже предыдущего. В каком смысле? В том, что реальный результат, который он показал, был гораздо ниже того опроса, который ему предсказывал, значит, результат. И разница, опять-таки, составляла, ну, вот так вот, от 15% где-то и дальше. 20, 25. Трамп, по оценкам независимых экспертов, не имеющих отношения к его избирательной кампании, указывает на серьезные провалы в его избирательной кампании. Что именно имеется в виду под провалами? Во-первых, выборы предшествующие 2020 года показали, что они были выиграны в пригородах крупных городов, где живет публика с высоким образованием, с хорошими доходами, ну и, в принципе, довольная жизнью. И вот результаты именно там, и там их много. Значительная часть избирателей проживает именно в таких пригородах. И вот там он провалился, там Хейли у него выигрывала. Или результат был достаточно близок. Это первый вариант. То есть первая его проблема. Следующая проблема Трампа заключается в том, что он не контролирует значительную часть электората своей собственной партии. И значительная часть составляет, вот это те люди, которые проголосовали за Хейли. 30%. В ее родном штате это 40% она получила. Это значит, что Трамп контролирует 60%, ну, до 70%, до 30%, 60% он не контролирует своей собственной партии. Причем значительная часть тех, которая голосовала за Хейли, республиканцев сказали, что на финальных выборах, где он будет против Трампа, они за него голосовать не будут. То есть, если не Хейли, то все. Или они вообще не голосуют, сидят дома, или они голосуют, ну, получается, какая-то часть из них будет голосовать за Байдена. А предыдущие выборы, того же самого 2020 года, свидетельствовали о том, что они выигрываются за счет независимых. То есть в 2020 году был практически паритет между голосами республиканцев и голосами демократов. И все решилось там, где голосовали независимые. Но здесь получается, что он даже большую часть своей собственной партии не контролирует. Поэтому, да, и среди независимых, там, где они участвовали в праймерис, тенденция такова, что значительная часть из них именно за Хейли. То есть они не будут голосовать тоже за Трампа. Короче говоря, ситуация у него не ахти, но она достаточно напряженная, что говорит о том, что, в общем, скорее всего, судьба в этих выборах, а вместе с ними судьба и Соединенных Штатов, и Украины, я бы сказал, всего цивилизованного западного мира будет решаться в ходе выборов в ноябре месяце. Поэтому выход один. Всем тем, кто понимает ситуацию, не реднеков, которым там рассказали о том, что, значит, демократы, они либералы. Это вот слово, которое мало из этих реднеков, кто понимает смысл. То есть это как бы жупел такой, да, ярлык. Либерал, значит, все страшно, ужасно. Либерал, он – это тот, который за Украину и хочет ей помогать. А раз он плохой либерал, вообще, в принципе, только потому что слово такое ему сказали, что оно плохое, значит, надо против Украины, против помощи и выступать. Вот, то есть все те люди, которые понимают существо вопроса, что стоит на кону. В общем, всем тем, кто не интеллектуальный реднек, надо идти и голосовать. Вот, собственно говоря, где будет решаться вопрос о судьбе всего цивилизованного человечества. Тем временем опять идут ядерные угрозы. Опять мне сегодня прислали Нью-Йорк Таймс, статья большая,
Путин угрожает применением ядерного оружия. Ну, давайте разберемся, что это такое. Я вообще считаю, что это какая-то подрывная работа против здравого смысла, которую проводят средства массовой информации западные. Что это такое очередное путинские ядерные угрозы? Буквально на днях Шольц в публичном выступлении, он сказал, что есть сомнения в необходимости или возможности поставки ракет «Торос» в Украину. Чем мотивировал на этот раз? Он сказал, что, как показывает опыт применения ракет Storm Shadow и Scalp, которые поставляют Великобритания и Франция, применение этих ракет невозможно с территории Украины, невозможно без присутствия там военнослужащих Великобритании и Франции. Сложные системы, то есть так получалось, что это военнослужащие Великобритании и Франции, их и запускают там. И чего он сказал? Значит, если мы поставим Торос, она такая же сложная система, то надо и посылать немецких солдат. А мы не можем себе позволить. Ну, понимаете, Вторая мировая война, комплекс ответственности и так далее. Поэтому, вот так вот. Значит, умные аналитики по этому поводу сказали, есть выход даже в этой ситуации. Пусть немцы отдадут эти ракеты Торос британцам и французам, которые не побоятся сказать, да, есть там наши военнослужащие, которые помогают обслуживать эти ракеты. И все, вопрос бы решен. Но тут выступает президент Макрон, который говорит, непонятно было, откуда ноги растут, зачем он сделал это заявление, что вообще-то мы не исключаем, мы, европейцы, натовцы, не исключаем того, что могут быть посланы наши военнослужащие НАТО в Украину для того, чтобы воевать, помогать Украине воевать с агрессором. И тут-то разразилось. Сначала в средствах массовой информации, а потом Путин, выступая в обращении к стране, как бы не ссылаясь на Макрона, он сказал, что у нас тоже есть такое оружие, которое мы можем нацелить на их территории. Ну и там опять пошло эти мифические все мультики, Посейдоны, вся эта кракозябры там разные, в значительной части это мультики. Ну собственно говоря, и все, вся угроза. И тут же большая статья, Нью-Йорк Таймс, разражается угроза. Казалось бы, сказал Путин, надо было ему что-то сказать. В принципе, можно было бы, конечно, Нью-Йорк Таймс взять, процитировать собственно говоря, там, по большому счету, и угрозы-то я не увидел. Пригрозил мультиками в ответ на реальное расширение НАТО, в результате которого Путин оказался в стратегической западне. Которая, это моя была мечта, которую я высказывал еще много месяцев назад. Развернуть соответствующее оружие в странах НАТО, которое бы долетало до жизненно важных центров Российской Федерации. Я тогда говорил до 10 минут. Теперь же с воздушного пространства Финляндии до северной так называемой границы Российской Федерации, Петербурга, вообще лететь 2-3 минуты. То есть они даже переплюнули эффективность того, что произошло, я имею в виду натовцы. И эти угрозы в одном абзаце по поводу мифических кракозябр, это так, это нытье, жалкий скулёж и нытье. Нет, начинает расписывать, я имею в виду Нью-Йорк Таймс, угроза, ядерная и так далее. Нужно забыть это, просто игнорировать и забыть. Потому что стратегический гений Путина привел к тому, что Россия оказалась в стратегической западне, практически шах и мат. Ядерные боеголовки Б-61-12, они в Великобритании, воздушное пространство НАТО у границ Российской Федерации, все. После этого все эти Посейдоны и прочие муляжи и мультики, они имеют смысл только в выступлениях Путина перед своими орками. Они, может быть, и зажигают. Не больше и не меньше. Поэтому в этой ситуации что надо делать? Никак не реагировать, вообще пропускать мимо ушей, чтобы они поняли, что они в игноре. Это самая лучшая реакция. А можно отвечать и иначе, как, кстати, было на днях, на прошлой неделе совершено. 2 бомбардировщика Б-1Б, стратегические бомбардировщики, которые могут нести на борту ядерное оружие, и те же боеголовки Б-61Б, они взлетели с авиабазы в Южной Дакоте и приземлились на авиабазе в Швеции, вновь принятой
вновь образовавшегося члена Североатлантического союза. Затем вместе с местными истребителями Грайфен они приняли участие в отработке военных действий в Арктике. Это очень знаменательно, потому что история Арктики, она давняя для Москвы. Я помню еще в начале, или, скажем так, в первой половине 80-х годов прошлого века тогдашний начальник внешней разведки КГБ Крючков пришел к выводу и сообщил в качестве задания это всем резидентурам о том, что будущее мира будет решаться на просторах Арктики. В связи с тем, что там масса запасов там всевозможных и так далее. Стратегически важнейший регион, и все резидентуры, вот как они все должны заниматься Соединенными Штатами Америки, также они должны заниматься Арктикой. В суперстратегическом плане это имело место. Вот сейчас вот Путин вспомнил об этом. Но это был суперстратегический, так сказать, план, горизонт, предвидение. А более близкий и более актуальный тогда был само существование Советского Союза. То есть Советский Союз не дожил до времени, когда надо было решать вопросы Арктики, потому что Советский Союз рухнул. И вот очень знаменательно, потому что несколько лет назад Путин вытащил откуда-то вот эту идею Крючкова и запустил в жизнь. Теперь, значит, Российская Федерация была объявлена тоже, делает акцент на Арктику. И Китай туда подтянули, и ледоколы, и просчитали там Северный морской путь в связи с потеплением. Большие надежды были, очень большие. И претендовали на новые участки территории Российской Федерации там в Арктике. А вот теперь Швеция, Финляндия стали членами НАТО. И вот вам первый визит, первая отработка боевых действий стратегических бомбардировщиков США с местной авиацией. Швеция, а потом в Финляндии пойдет. И все планы Путина на Арктику, на весь этот контингент, они разваливаются как карточный домик. И не только на Арктику, я вам говорил, что самое главное, что вот эти стратегические ядерные подводные лодки, которые базируются там в районе Мурманска, теперь они так просто и не выйдут оттуда. Если их захотят закрыть, страны НАТО, их выход в мировой океан, то они это сделают. А если, как раньше, они... в общем, во времена Советского Союза, когда основная траектория запуска ракет, как предполагалось во время войны из Советского Союза на Америку, должна была идти через Северный полюс, то тогда, когда еще не было потепления, советские подводные лодки шли под льды Арктики. За ними на коротком расстоянии, как правило, всегда шли британские ударные подводные лодки. И вот они должны были залечь где-нибудь там под льдами Арктики и ждать указаний. То есть это одно из мест было, где они лежали там месяцами, ожидая приказа на запуск ракет. Но теперь вряд ли такая возможность появится. Теперь и натовская авиация, и стратегические бомбардировщики, то есть все, провал. Вот это и есть ответ реальный на все эти угрозы ядерные Путина, которые нужно игнорировать и не обращать на них никакого внимания. Интересная статья была опубликована в Financial Times по поводу интервью, вернее, сначала она была в Телеграф, газете Телеграф британская, на основании интервью министра стратегических отраслей промышленности, который заявил, что Украина может драматически увеличить производство ядерных боеприпасов и таких важнейших компонентов, или важнейших видов вооружения, как дроны, для Украины в нынешней ситуации. Нужна только помощь союзников. Что имелось в виду? Значит, в ходе военных действий за последние 3 года обнаружилось, что самым эффективным с точки зрения стоимости эффективности является дрон. Весь вопрос в том, его несложно делать. Весь вопрос в том, в каком количестве. И вот министр говорил, что мы можем это сделать. Можем, это хорошая идея. Почему хорошая? Потому что производство дронов, он называл колоссальные цифры. То есть Украина может стать всемирным лидером в этой области.
И это возможно реально, потому что производство дронов можно рассосредоточить между десятками, а лучше сотнями предприятий, очень маленьких, на территории всей страны, и их там производить. Чтобы не было возможности у врага нанести несколько ударов по высокоточным оружием по нескольким объектам, на которых было бы сконцентрировано все производство дрона, и таким образом все уничтожить. То есть главное требование к новым предприятиям, если их разворачивать в Украине, то это невозможность для врага уничтожить эти предприятия несколькими ударами, как это было, к сожалению, не так давно. Я имею в виду предприятие «Луч», а до этого было предприятие под Павловградом. Ну и не только «Луч», а все прочее. Там еще много чего было. Затем, значит, министр говорил по поводу значительного увеличения производства боекомплектов, то есть снарядов. И вот тут и ситуация другая. Он тоже говорил, что надо строить, правда, не говорил где. Во всяком случае, в газете это не прочитал. На территории Украины или нет. Я считаю, что на территории Украины вообще любое производство, которое бы концентрировалось на одном или нескольких небольшого числа предприятий, где производилось бы много вооружений на территории Украины, разворачивать категорически нельзя. Потому что, опять-таки, это показали вот эти события. Президент Зеленский на недавней пресс-конференции в Украине рассказывал о том, что они, Ставка, разрабатывают или имеют несколько вариантов, планов контратаки, предстоящей контратаки против вооруженных сил РФ. Почему? Потому что кроты имеются, для того, чтобы утечки не было. Ну и посчитаем, значит, такие планы, это же особой важности. Но сколько людей имеют и должны, и могут иметь доступ. Их можно пересчитать по пальцам, так относительно, да? И они известны всем, по идее. Если соблюдается режим секретности, а если не соблюдается, то вообще надо сдаваться и все, потому что война не имеет смысла. Если не уследить, не обеспечить секретность планов контрнаступления, то о чем можно вообще тогда говорить? То есть даже с такими планами Зеленский признает, невозможно установить контроль. А теперь представим себе крупное предприятие, о котором знают сотни, тысячи людей, да? И пятая колонна, и кроты. Ну, естественно, Российская Федерация получит координацию этих предприятий, и туда прилетят ракеты, и все. На этом все закончится. Я слышал о том, что есть подземных всевозможных в горах, там в Западной Украине якобы, а затем в подвалах под заводами, которые строились еще во время Сталина, есть разные там бункеры, где можно построить такие предприятия, и туда, значит, они строились с тем, чтобы нельзя было поразить даже ядерным оружием. Ну, допустим, хотя это вопрос тоже такой, то ли может, то ли не может. Вот на авось, это все на авось. А может, можно. Да, а может, нельзя. То есть, нельзя большие вещи, то есть серьезные вещи вот так вот на авось планировать. Но даже если представить, что ударом ракеты с тактической ядерной боеголовкой, нельзя, допустим, уничтожить предприятие где-нибудь там под каким-либо заводом, построенным в 30-е годы при Сталине, но всегда же его можно саботаж сделать изнутри, то есть запустить туда группу диверсантов и взорвать его изнутри. Короче говоря, при наличии пятой колонны, причем на самом верху украинской власти, о чем фактически признал, о присутствии которой фактически признал президент Зеленский, рассказывая о необходимости вот иметь несколько вариантов планов контрнаступления. Так в такой ситуации строить предприятие нет фактически никакого смысла. То есть абсолютно никакого смысла. Если только не строить эти предприятия за территорией Украины. Вот немцы выразили готовность построить совместное предприятие вместе с украинскими партнерами. Но надо посмотреть, то есть никаких деталей я не слышал, не видел, и как они будут решать вопросы с безопасностью, не знаю. Но я абсолютно уверен, что
Как сказал министр, да, для этого нужны деньги. Деньги. Возможно, есть люди в Украине, для которых, может быть, это превратится в своего рода в бизнес. Ну, скажем, как отстроить сейчас, вот строительство, реконструкция там дорог разрушенных и так далее сейчас, реконструкция аэропорта Борисполь. Реконструировали, прилетела ракета из Москвы, разрушила. Окей, мы опять попросим на Западе, западные, значит, инвесторы дадут деньги, опять мы реконструируем, опять прилетело. И так бесконечно. То есть нормально идет бизнес. Это как замена брусчатки, да? То есть с этой точки зрения такая постановка вопроса имеет смысл. Но с точки зрения реального обеспечения безопасности Украины, обеспечения ее снарядами и так далее, надо строить, это должно быть совместное предприятие Украины, но расположено оно должно быть за пределами Украины. Иначе толку не будет. Вот так я вот смотрю на это интервью. И теперь, значит, последние новости о том, помощи, закончу с теми вариантами помощи, которые рассматриваются сейчас в Палате представителей. Появилось сладкое слово «land». Land. Land – это по-английски это в кредит, предоставление чего-то в кредит. Land, lease. Вот один из вариантов. Трамп же сказал, что если мы теперь и будем когда-то давать помощь каким-то другим странам, то только в кредит, никакой безвозмездной помощи. Этим он критиковал всю ту помощь, которую до сих пор предоставила администрация Байдена Украине. Она была полностью бесплатной. А land, как говорит Трамп, и lease. Но он не стал там на лиз заморачиваться. Ленд-лиз, понятно, ленд значит и лиз. Потому что один дает, а лиз другой берет это в аренду. Так вот, сейчас якобы один из вариантов, с которым носится Джонсон, возможно, вот он с Трампом это и согласует, что теперь эта помощь, 61 миллиард долларов Украины, это будет не безвозмездная помощь, а будет ленд-лиз. Я уже стер язык рассказывать, мне по-прежнему пишут. Ну, наверное, это новенькие, которые недавно на канале. Вот для них могу сказать, у меня уже язык болит, рассказывать про ленд-лиз. Зайдите в плейлист у меня на канале, и там один из плейлистов, так называется, ленд-лиз. Прослушайте от начала до конца. Там весь генезис развития этого вопроса с начала российской агрессии. На основании этого, причем я ссылался на реальные конкретные материалы, на основании этого можно трактат научный написать, как он развивался. Скажу еще раз, значит, кратко. Если сейчас будет принято решение о ленд-лизе, то вот эти 61 миллиард, которые сейчас просит администрация для Украины, и он будет предоставлен, то он будет предоставлен уже не бесплатно, а за него придется платить. Это вот кредит, то, что кредит. У некоторых читателей, слава богу, у меня на канале, я так вижу по переписке, по обратной связи, таких уже мало осталось. Но есть у некоторых иллюзии, что раз ленд-лиз, значит бесконечная, бездонная бочка открывается в Америке, и оттуда летят тысячи самолетов, ползут тысячи танков и прочие стреляющие, летающие вещи, и все это туда, в Украину. Ничего подобного. Ленд-лиз, вот если примут решение сейчас 61 миллиард, ленд-лиз, вот он будет ленд-лиз на 61 миллиард долларов. То есть принять закон ленд-лиз и потом считать, что на основании него бесконечно будет идти помощь, так это не работает. И во Вторую мировую войну так не работало. Там в первом же законе о ленд-лизе было, по-моему, 2 миллиарда долларов, ну, конкретная сумма была указана. Потом истекла эта сумма, и там добавляли еще, пока, значит, общая сумма ленд-лиза за все время Второй мировой войны не достигла, по-моему, около 50 миллиардов долларов по тем ценам. Так вот, значит, если сейчас это будет, ленд-лиз на 61 миллиард долларов, но теперь уже не бесплатно, теперь вы получите его в кредит. И теоретически не нынешнее поколение, но дети нынешнего поколения, внуки должны будут за него платить. Вот вам разница между ленд-лизом, который говорит Трамп вот сейчас, может быть согласится, и тем, что до сих пор поставляла администрация Байдена.
Ну, дай бог, чтобы этот вопрос решился так или иначе. Вот источники в Великобритании сообщают, что англичане достаточно уверенно сказали еще так где-то недельки 3 назад, что в марте месяце вопрос с вот этим пакетом помощи должен быть решен положительно. Будем надеяться, что так это и произойдет. Вот на этой ноте, дорогие друзья, позвольте закончить сие видео. И, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!